нашим первым другом, товарищем, который очень много рассказывал о Китае, который, с участием которого произошло мероприятие. Вот мы за несколько дней до начала коронавируса успели провести мероприятие. К нам с делегацией прибыли представители крупнейшего на юге Китая учебного заведения Куньминского металлургического колледжа. Они ознакомились с нами, мы пообщались, переговоры прошли, они пригласили нас к себе с экскурсией ознакомительной, но границы закрыли. Но в то же время, несмотря на эти закрытые границы, мы продолжали контакты. Мы встречались, мы обменивались мнениями, предложениями, мы разрабатывали возможные варианты взаимодействия в этих сложных условиях. И еще раз спасибо Джанхао. Джанхао предложил нам сотрудничать с компанией «Золотой электрод». И большое спасибо мистеру Ван Мэнмену, который согласился с нами сотрудничать, который тоже присутствует в этом зале. Да, сейчас трудные времена, но те цели и задачи, которые перед нами стоят, они должны быть выполнены. И мы их выполним обязательно. И заканчивая свое короткое выступление, я хочу подчеркнуть, что мы занимаемся и будем заниматься международным сотрудничеством. Это своего рода взгляд на себя со стороны, это опыт. Мы не будем уступать на те же самые грабли и будем развиваться. И вот сейчас мы присутствуем на точке кипения. Это вот одна из площадок, где элементы такого развития могут проходить. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Есть вопросы ко мне у кого-нибудь? Ну, если они будут позже, вопросы можно задать позже. Я одновременно выступаю модератором сегодняшней сессии. И сейчас я хочу передать слово руководителю Пекинской школы китайского языка, господину Джанхао. Пожалуйста, Джанхао. Спасибо. Но я сегодня очень рада, что вы приглашали нам открытие кипения, точка кипения. Я хочу рассказать нашу школу. У нас школа находится в центре района Санкт-Петербурга. Называется Пекинская школа китайского языка. Но у нас есть очень хороший уровень педагог и очень опытный педагог. Они все носители. Мы сотрудничаем разные китайские школы, разные китайские университеты и разные китайские колледжи, которые внутри Китая. Мы с ним есть разные проекты. Примерно, но сейчас границы закрыты, эпидемия еще не закончится. Когда эпидемия закончится, мы можем приглашать нас студенты экскурсии в Китае, практика в Китае или обучение в Китае. Потому что у нас сотрудничают китайские разные университеты и колледжи. У нас есть квоты, которые бесплатно можно поступить в Китай в вузы. Бесплатно обучение, бесплатно общежитие, и каждый месяц у нас государственные дачи примерно 15-20 тысяч рублей за питание. И тоже можно сделать практику в китайские крупные заводы, компании. Мы кроме сотрудничества китайских вузов, мы тоже сотрудничаем разные китайские компании, крупные, государственные, частные и так далее. Наша школа хотела составить мост между нашим колледжем и китайские разные организации.
Я сегодня 10 утра уже приехал. Несмотря, что сегодня нас точка кипения сегодня только открыл. Ну, очень горячий такое, потому что я вижу разные конференции, разные мероприятия, разные встречи, уже много приходит. Желаю нас точка кипения в будущем время у России первое место. Желаю нас точка кипения, что как золотой мост. Спасибо. Спасибо, Джанхау. Если в отношении с финскими учебными заведениями у нас рабочим языком был английский язык, то китайский язык, на котором говорит большая часть человечества, он сейчас уже должен становиться рабочим языком. И вот одна из трудностей, которых у нас возникает, это обучение китайскому языку. И мы в настоящее время ведем диалог с Пекинской школой китайского языка о том, чтобы у нас была возможность организовать курсы на базе академии. Сейчас не все так просто, потому что даже Джанхау уже несколько лет не был в Китае, потому что Китай закрыт и новая эпидемия началась. Но мы работаем в этом направлении для того, чтобы общение было более многообразным между нашими сторонами. Есть вопросы к Джанхау? Можно? Да, пожалуйста. Уважаемый товарищ Джанхау, у меня возник вопрос. Уважаемый товарищ Джанхау, у меня возник вопрос в связи с вашей мыслью о создании Золотого моста и налаживании контактов не только между колледжами Китая и Российской Федерации, в данном случае города Колпино, но и между предприятиями. Нет ли в ваших планах, в ваших идеях желания создать совместное предприятие, действующее, на котором могли бы работать и студенты колледжа, и студенты, скажем, ваших колледжей, для того, чтобы приобретать опыт и вот эту практику плавного перехода от обучения с привлечением предприятий, осуществлять плавный переход на работу, чтобы предприятие становилось родным домом еще до того, как студенты окончили обучение. Спасибо. Спасибо. Конечно, нам есть такое идея и, конечно, есть такое право составить такое мероприятие. Потому что у нас, я только что рассказал, что у нас школа, кроме сотрудничества разные китайские вузы, и еще сотрудничество разные китайские компании. Как раз наш колледж дал нас такой очень хорошей возможности, что точка кипения. Сколько я понимаю, точка кипения – это развитие информации, развитие сотрудничества, развитие, сотрудничество – это студенты, педагог с педагогом или разные мероприятия с разными мероприятиями. Но как раз мы хотели, что китайские, которые надежные китайские компании, надежные китайские мероприятия через наш колледж, через наш точка кипения сотрудничали надежные российские компании. Спасибо. 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 Еще вопросы? Второй вопрос нашей сессии. Коллаборация с китайскими партнерами в сфере технологического трансфера и кадрового обеспечения. Прежде чем предоставить слово Домарадскому Дмитрию Сергеевичу, я хотел бы несколько слов сказать об этом направлении. Вот посмотрите, у меня в руках китайский фонарик. В конце 50-х, 60-х годов, когда в начале 60-х годов у нас развивались отношения с Китаем, и мне отец его подарил. Вот с тех пор он у меня как память об этих отношениях. В те годы Китай продавал в Россию фонарики, термосы, может быть, у кого-то из вас они еще дома остались, сохранились, и китайские кеды. И вот посмотрите, что происходит сейчас. Китай запускает в космос космонавтов, Китай производит сложную электронику, автомобильную промышленность. И вот не зря и президент России Путин Владимир Владимирович, и
председатель КНР Си Цзиньпинь, они неоднократно подчеркивали о том беспрецедентном уровне развития отношений между нашими государствами, который сейчас существует и который надо поддерживать. И вот Джан Хао презентовал нашему учебному заведению. Пожалуйста, Джан Хао, что вы нам презентовали и для чего? Я привезли книжка, которая нас презентатели написал книжка. Там 3 тома. Первый, второй и третий. Но которые 3 тома этого года новые написали. Но они все на русском языке. Там есть много информации о Китае экономика, культура, политика и так далее. Ну, конечно, для начала мы привести английский. Не так удобно. Но сейчас все полностью по-русски. Я думаю, это удобно что-то читать. Ну, вчера привезти 150 экземпляров. Конечно, я думаю, что это не так много. Если еще нужно, вы с нами обращайтесь, мы еще подарим. Спасибо. Значит, это сборник цитат и иных сочинений председателя КНР Си Цзиньпиня. Значит, у нас комплект есть в библиотеке, несколько комплектов в библиотеке. Есть студенты, которые буквально неделю назад, один студент у меня весь урок прочитал, я даже его не отвлекал, он так увлекся этим чтением. Поэтому вы можете взять экземпляр, почитать. Если вам не достанется, обращайтесь ко мне. У нас достаточно экземпляров данного издания. Спасибо, Джан Хао. Слово предоставляется заместителю директора Академии по учебно-производственной работе Домарадскому Дмитрию Сергеевичу. Дмитрий Сергеевич, пожалуйста. Добрый день еще раз. Спасибо большое, Джан Хао, Ван Мэн Мэн, за то, что вы присутствуете на нашем сегодняшнем мероприятии. В части технологического трансфера предлагаю рассмотреть вопрос взаимодействия в рамках нашей точки кипения. Мы готовы на площадях нашей точки кипения организовать место для демонстрации ваших материалов. Большое спасибо, вы нам уже предоставляли в начале нашего сотрудничества 80 килограмм электродов. Наши студенты на практических занятиях их с удовольствием сварили из них какие-либо конструкции. Мастер нашего производственного обучения Андрей Николаевич Пикоркин тоже был доволен качеством ваших материалов. Также мы готовы организовать сотрудничество с нашими партнерами-работодателями Ижевской промышленной площадки, которые в сложившейся ситуации, я думаю, испытывают интерес и потребность во всех материалах и будут, я думаю, с интересом с вами взаимодействовать. К сожалению, пока вот в первой половине нашего дня представители из Экотекс не смогли присутствовать, но я обязательно вас познакомлю. Директор по персоналу будет к 2 часам подойдет. После панельных дискуссий мы с вами обязательно встретимся и проговорим нюансы взаимодействия. Со своей стороны, еще раз гарантирую вам на наших площадях организовать даже, возможно, шоу-рум, я бы так назвал. И все предприятия, представители предприятий промышленности Колпинского района, да и не только, смогут прийти, ознакомиться с вашими материалами. Я думаю, это будет достаточно интересно нам, как учебному заведению, и мы этим пользуемся, естественно, в этом направлении всеми материалами. И я думаю, и вам. Также большое спасибо, что мы с вами уже начали взаимодействовать. Наши 2 студента уже сейчас находятся на
практической работе компании «Золотой электрод», проходят практику. Я думаю, мы на этом не остановимся и будем дальше продолжать сотрудничество в этом направлении. Поэтому дорогу осилит идущий, и мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество. Еще несколько слов, прежде чем мы слово предоставим вам, Мэнмену. Мистер Сергеевич в своем выступлении подчеркнул, что «Золотой электрод» является коммерческой организацией, и в то же время они готовы выступать с нами единым фронтом по переговорке специалистов. Но вот в частности, мистер Сергеевич отметил, что уже заключен ряд договоров, наши студенты проходят производственную практику, китайские наши коллеги, они ставят возможный вопрос дальнейшего трудоустройства, то есть они уже решают вопросы некоммерческого характера. Ну и я думаю, что точка кипения может быть хорошей площадкой для заключения коммерческих контрактов между «Золотым электродом» и нашими контрагентами на Ижорской промышленной Конечно, площадке. гарантировать мы этого не можем, но организовать встречу, и на этой встрече, естественно, возможно достижение определенных договоренностей. Поэтому... Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Слово предоставляется генеральному директору компании «Золотой электрод» господину Ван Мэнмену. На экране презентация. Спасибо за вашу информацию про нашу компанию, про наш завод. Сегодня очень приятно приехать за эту интересную тему, открыта точка кипения. Еще очень приятно, что познакомиться так много русских друзей. Наш завод Cotton Bridge это уже около 40 лет история. В текущий момент она именно самая большая вот эта завода по миру. В прошлом году мы тогда выполнили объем строительного материала около 2 миллиона тонн, а китайский это общий объем около 4 миллиона тонн. Мы завода почти занимаем около 40% рынка в Китае. Да. И наша компания, мы приехали именно в Россию. В 2015 году начали работу. Снова, да. Мы под нашего бренда, по нашему качеству, в текущий момент уже почти номер один по импорту китайских материалов. Но китайские материалы строительные, они самый большой объем в России. Да. И я думаю, что, конечно, этого году было именно неприятно с этого именно, чтобы война. Очень много именно вот это импортный, европейский, американский, там Германия, вот это, корейский вот рынок, они уходят. Да, я думаю, что наше вот это задание уже не по объему номер один, это первый шаг. Мы еще хотели поставить именно самые лучшие надежные бренды стройматериалов в России и помощи больше именно русских заводов делать еще лучшее качество продукции. Это наша цель. Да. По поводу этого темы точки кипения, я до этого, да, я поручил Сергею приглашать, поговорить с нашим заводом комиссии. Они были очень интересно. Ну, до этого, что почему именно мы решили именно сами приехали, да, в Россию и начали работу рынок. Потому что именно до этого тема, да, точки кипения, у нас завод работал через именно агентство перекупщиков. Они приехали именно в Китай, они ищут дешевой продукции и питаются цена ниже, а качество они не интересно. И поэтому поручили именно вот русские товарищи, думая, китайские товары, они дешево, плохие. Это не наш виноват завода, потому что китайский завод промышленный, они теряют хорошее качество продукции. Но этого желания не этого агентства. Поэтому, чтобы мы приехали, решили сами откроем. Поэтому я думаю, что этого тема кипения, они больше именно вот это заинтересованы, больше китайских заводов приходят, обращаются,
ищить прямой вот, покупателя России и помогать именно китайским и России, даже получили самовыгодно с этой помощью. По поводу именно вот этого колледжа. Спасибо, что именно колледж нам, наша компания отправила хорошего студента, практику. Они обе хорошие, они показали высокий характер именно вот это. Они грамотные, серьезная работа, да, и нам именно вот это помогало. Спасибо, что еще раз. Спасибо и вам тоже. Да. Я думаю, что в текущий момент очень много китайских заводов, они решили выезжать именно в Россию, откроить свои вот производства. И они надо очень много именно грамотные, именно такой студенты, именно помогать нам, да, и работа именно у нас. Поэтому, чтобы этот колледж тоже интересно. Да. Тогда до конца времени желаю, что именно вот эта точка кипения все успех, и колледж, и именно все студенты, именно, все хорошо, все получится. Спасибо, что. Отлично. Со своей стороны готов добавить, что открывайте больше предприятий, места для трудоустройства, естественно, всем интересны. В комитете по науке и высшей школе мы не одна академия, то есть студентами, практикантами мы вас обеспечим совместно с нашими коллегами, партнерами. Поэтому точки кипения будут открываться не только в нашей академии, но еще в 2 учебных заведениях среднего профессионального образования, да, которые входят в комитет по науке и высшей школе. Я думаю, мы вас готовы пригласить и на открытие следующих точек кипения, познакомить вас с нашими коллегами, с представителями комитета по науке и высшей школе, чтобы все наши взаимодействия только расширялись и приносили всем взаимовыгодные интересы, всех учтены. Спасибо. Спасибо. Заканчивается первая часть нашей сессии. И в качестве подведения итогов можно сказать, что международное сотрудничество является одним из направлений деятельности учебных заведений различных стран. Это касается европейских государств, это касается Китая. Вкладываются гигантские ресурсы, и хочется пожелать, чтобы мы и дальше развивали сотрудничество, искали различные формы, способы и продолжали плодотворное взаимодействие с нашими китайскими коллегами. Сейчас мы переходим с вами к торжественной части